Привет, это Технозон и Beelink J45 на процессоре Pentium J4205 с частотой в турбобусте до 2,6 ГГц. Отличная коробочка, она металлическая, она с активным охлаждением, ноутбучным активным охлаждением, с огромными возможностями, как для вот такого вот маленького нет-топа. И работает он действительно неплохо. Мы с вами в этом обзоре его распакуем, мы его даже разберем. Мы с вами посмотрим, что у него внутри. Мы с вами посмотрим его возможности, посмотрим его мультимедийные возможности, игровые возможности. Да, в принципе, мы с вами все посмотрим. И потом сделаем соответствующий вывод. Скажу вам так, эта версия на 8 гигабайт и плюс 512 гигабайт SSD. Также у нас есть возможность с вами установить еще полноразмерный SSD под крышку. Я вам это покажу, когда разберу. И еще один M2 под текущий M2 диск, там два разъема, поэтому это действительно круто. Здесь можно целое хранилище домашнее запилить. Что у нас есть из интерфейсов? А из интерфейсов у нас есть 4 USB 3.0 формата, при этом два из них находятся на фронтальной части для удобного подключения периферии. Также у нас есть 3.5 разъем для подключения наушников вместе с микрофоном. Есть даже картридер, есть у нас LAN J45 до 1000 мегабит. Есть Wi-Fi 5 ГГц, 2 HDMI, это значит, что вы можете подключать и телевизор, и монитор, два монитора, два телевизора, да все, что хотите. И есть разъем замка для Kingston. Есть, конечно, у этой штуки минус, огромный минус, я вам честно скажу, он очень маркий и очень глянцевая верхняя часть, она очень царапкая. Я его просто на тестах, да, его когда разбирал, положил просто на стол, и у меня получились микроцарапины. Хотя, в принципе, это сугубо такое вот, ну, это уже если придраться. А если брать плюсы, то плюсов действительно огромное количество. Мы пытались загрузить его в браузинге. А что значит мы пытались загрузить его в браузинге? Например, мы открыли различные вкладки. На одной вкладке было Full HD 1060 YouTube, на другой было Full HD YouTube, на третьей работал RootTube, на четвертой работал YouTube 4K. И плюс у нас была еще открыта куча страниц, огромное количество страниц информационных, мультимедийных. Плюс был открыт Gearbest, и, блин, все это работало одновременно, приставка не грелась, она работает очень тихо, и вентилятор практически не слышно. Мой микрофон находится прямо возле этой приставки, она стоит рядышком для того, чтобы я мог с ней манипулировать. Поэтому это действительно круто. Эта приставка без проблем проигрывает абсолютно любые видео, файлы любого размера и любой степени тяжести. Вот как-то так. Я проигрывал и 50-гиговые торренты, которые я скачал в H265. И некоторые из вас скажут, что для того, чтобы H265 кодек работал, нужна серия видеоадаптера как минимум 7-го поколения. Но здесь стоит Intel HD Graphics 505, и он с этим прекрасно справляется. Все это мы с вами проверим. Я рассматривал ее как мультимедийную станцию с рабочими возможностями. На ней прекрасно работает Netflix с пробросом Dolby Digital звука, с пробросом DTS звука. При этом Netflix здесь работает в полноразмерном формате. То есть он работает со всеми разрешениями, которые поддерживает этот Smart TV Box. Вернее, какой Smart TV Box? Этот мини-PC. Мне очень нравится в этих Beelink'ах то, что есть крепления, при этом есть штатные крепления прямо из коробки, то есть вы можете прикрутить и разместить сзади своего монитора, сзади своего телевизора, если у вас там есть какие-то именно крепления под винты, и это позволит вам скрыть этот компьютер и не морочить голову себе с его размещением, то есть вы можете просто, у вас будет стоять монитор и ничего сзади не будет. При этом в комплекте лежит как длинный кабель HDMI, так и короткий для крепления сзади. Об этом Beelink действительно хорошо подумал. Мне очень понравилась коробка, но это вообще мелочи жизни. И очень сильно понравились именно его возможности в плане мультимедиа. Я действительно очень доволен. Мы через FS клиент смотрели и Мстители Финал, мы смотрели торренты, мы смотрели все что угодно. Мы смотрели IPTV через Коди, мы смотрели в Коде фильмы. И, ну, очень хорошо. Установил Microsoft Office полноценный, вы сможете его вообще реализовать как полноценный компьютер, хотя это и есть полноценный компьютер. И, кстати, главным плюсом этого полноценного компьютера является Microsoft Windows 10 Pro лицензия. То есть вы из коробки достали, вы получаете лицензию. А теперь давайте подумаем, что она стоит, ну, примерно $230-250 на различных площадках. И что вы получаете за эти деньги? Вы получаете
комп на Pentium, 4 ядра, 4 потока, 8 гигабайт, вы получаете 512 SSD, вы получаете лицензию Windows 10 Pro, вы получаете 5 гигагерцовый Wi-Fi модуль внутри, который работает, кстати, больше 230 мегабит на загрузку. В серии тестов мы получали даже 250-260. Вы получаете LAN RJ45, возможность подключения 2 мониторов, получаете кучу USB 3, ну, если вы найдете нечто за эту цену, способное этот мини-компьютер обогнать, то, конечно, я буду очень благодарен, если мне скинете модели, потому что я люблю именно такие мини-компьютеры. Мне их приходит много, а вот тестирую и показываю я далеко не все, потому что мини-компьютеры бывают разочаровывают. И, кстати, один из них у нас был на канале, после этого я просто не стал на это тратить время. А вот этот мини-компьютер, он действительно радует. Ссылку на этот мини-компьютер, на Belink J45, ложу в описании под видео. Ну и последнее, что хочется отметить, это SSD-диск. Это SSD, фирменный SSD от AZV, это компания, которая производит Belink. И мы тестировали скорости чтения. Это скорость чтения на загрузочку 500 с чем-то мегабайт в секунду, на запись почти 500 мегабайт в секунду, а вот в рандомном тесте она показала результаты выше среднего, но все это вот там вот дальше в видео вы все это увидите. Ну что ж, перед тем как перейти, хочу вам сказать, что все ссылки там вон внизу на этот Belink, на различные площадки, на проверенные магазины, ну а также я хочу вам напомнить, что на нашем канале происходит розыгрыш ценнейших призов и подарков. Не так давно мы разыгрывали GeForce RTX 2060 и Radeon RX 590, а сейчас мы с вами разыгрываем GeForce GTX 1660, новинка этого года. Отличная игровая видеокарта. Все условия в описании под видео. И если там уже нет этой видеокарты, как нет уже в принципе и других, то там 100% есть куча других очень даже интересных и крутых призов. Ну и для того, чтобы не пропустить все эти дальнейшие призы, а также обзоры, интересные модификации, настройки, и очень много всего на нашем Технозоне есть, было и будет еще, и будем и много всего готовить, поэтому нажимаем подписаться и колокольчик, ну а также не забываем про наши соцсети и паблики, ссылки на которые есть внизу в описании под видео. Ну а сейчас я, Бабл, на канале Технозон и Belink J45. Начинаем этот самый интересный обзор этого самого Белинка. Поехали! Итак, ребят, Belink мини-компьютер очередной, и это Belink J45. Давайте посмотрим, что у нас заявлено на коробочке. Это Intel Apollo Lake Pentium процессор J4205, Intel HD Graphics 505, который поддерживает 4К 30 Гц. Это версия 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD. Заявлен Wi-Fi 2.4 плюс 5.8 ГГц, LAN 1000 мегабит, Bluetooth 4.0. Здесь перечисляются интерфейсы, которые у нас есть, но мы их рассмотрим с вами, когда откроем. Также у нас есть внутренние порты mSATA и SATA, а это очень интересно. Ну и сам по себе Wi-Fi. Давайте же вскрывать, смотреть, что у нас внутри. Коробка достаточно увесистая, хорошо упакована, очень добротно. Вскрываем, 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 вскрываем. Па-бам! Па-бам, па-бам, па-бам. Ух ты, слушайте, он прикольный. Он прикольненький, черненький. Ха-ха, он металлический. Он металлический, он сделан из металла. Сверху, скорее всего, пластик, а здесь металл для хорошего рассеивания тепла. Есть разъем для TF-карт. У нас есть с вами 2 USB 3.0, есть LAN RJ45, HDMI 2 штуки, можем подключить 2 монитора, очень удобно. Замок Kingston, питание DC 12 вольт. Спереди еще 2 USB 3.0. Есть у нас 3.5 разъем и есть у нас кнопка питания. Сверху Belink, снизу тоже ничего не написано. Короче, давайте посмотрим, что еще у нас есть в комплекте. Все упаковано действительно круто. Ага, есть у нас заглушечка, не заглушечка, крепежный элемент для того, чтобы замонтировать его вместе с вашим Белинком и повесить сзади компьютера. Очень удобно. Также есть у нас крепежный материал для того, чтобы крепить этот самый элемент. И плюс для крепления SSD-дисков, которые у нас можно разместить внутри. Есть блок питания 12 вольт, сколько ампер? Ампер у нас здесь 2000. И есть два HDMI кабеля. Один длинный для настольного решения и другой короткий для решения, если он монтируется за телевизором либо за монитором. Давайте же его побыстрее разберем, потому что мне интересно, как туда крепится SSD. Итак, все откручено. Блин, как его достать? Подскажу вам один хитрый момент. Просто прикручиваете винтик в крепежный момент и открываете.
Ага, вот так вот все очень интересно и круто сделано. Здесь у нас есть SATA контроллер, вернее коннектор SATA, который вы крепите к вашему SSD диску, который сюда вставляете. Очень удобно. Кстати, на этой штуке можно попробовать поднять у нас сервер. Интересно, ладно, не о том сейчас. Есть у нас SATA 3.0, есть у нас батарейка, это все фигня, есть у нас SATA 512 гигабайт. Давайте его открутим, посмотрим, что под низом. А под низом у нас есть еще один mSATA. Ха-ха-ха. То есть мы можем еще один mSATA сюда разместить. И это действительно круто. Ребят, блин, ну мы можем сюда нафигарить 2 mSATA под 512. У нас получится терабайтное хранилище на mSATA. Кстати, сейчас это недорого, поэтому действительно достойненько сделано. Белинг вот в плане мини-компьютеров, он действительно умеет радовать. И это один большой положительный момент. Попробуем снять плату. Плата демонтируется откручиванием вот этих вот периферийных винтиков. Они откручиваются без проблем. Кстати, нижняя крышка тоже металл, как и сам корпус. Поэтому греться он действительно не будет. По крайней мере, рассеивание тепла будет максимально хорошим. Достается очень элементарно. Здесь главное аккуратно доставать, чтобы не повредить антенки 5,2,4 ГГц. Они крепятся на верхнюю крышку. И вот здесь у нас сюрприз. Здесь у нас активное охлаждение, ребят. Здесь активное охлаждение, и это действительно круто. Здесь полноценное ноутбучное активное охлаждение. Вот это класс. Это класс, то есть в столь малый форм-фактор они смогли впилить полноценное ноутбучное охлаждение. Супер, ребят, супер. Греться она точно не будет. С учетом металлического корпуса это вообще мега класс. Разбирается просто. Я не стал демонтировать дальше, потому что необходимо будет демонтировать систему охлаждения, чтобы отключить антенны, если их не отрывать. Но, блин, ребят, действительно круто все собрано. Поэтому мы его сейчас собираем и, в принципе, можем уже с вами включать, настраивать, тестировать. Это обалденно, с учетом того, что он еще и имеет место для монтажа жесткого диска 2.5, либо еще одного SSD. Закрываем наш мини-компьютер. Вот таким вот образом. Закручиваем. И будем обязательно его тестировать. Слушайте, он весь металлический. Это просто нечто. Металлический корпус. Обожаю металл. Все, наш Белинг собран. И можно переходить его тестировать. Поехали. J45, Белинг, вот такой вот у нас стандартный Windows 10. Давайте разбираться по порядку, что в этом самом Windows 10 есть и насколько он вообще нам интересен как приобретение к покупке. Начнем с того, что это лицензионная Windows 10. Белинг положила, вернее предустановила сюда OEM-версию. Активация Windows выполнена, она выполнена прямо из коробки. Как мы видим, это производитель AZV, Gemini J45 модель и процессор Intel Pentium J4205. Это с базовой частотой 1.5 и в турбобусте до 2.6 ГГц. Кстати, неплохой процессор. Если говорить о том, что это за процессор, то это 14-нанометровый процессор с кэш-памятью 2 мегабайта и 10-ваттным потреблением. Количество ядер 4, количество потоков 4, то есть это полноценный 4-ядерный процессор. Со встроенной в процессоре график Intel HD Graphics 505. Ну, такое себе бюджетное, конечно, решение, встроенное, но достаточно для некоторых наших целей. В этой конкретно модельке установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Это 64-разрядная операционная система у нас установлена в Windows 10 Pro. Кстати, если посчитать, сколько стоит Windows 10 Pro, то цена самого Белинга уже говорит о том, что вы потратились не зря. Видеоадаптеры, как я и говорил, это Intel HD Graphics. Что у нас есть еще? Есть AZV 512 гигабайт SSD хранилище. Кстати, как показывает практика, достаточно хорошее SSD хранилище. В принципе, даже захотелось проверить. Вставил флешку с Crystal Mark. Сейчас мы с вами посмотрим и Disk-Info, и Crystal Mark, и выясним, насколько он быстрый и насколько все-таки заслуживает он нашего внимания. Обе эти программы мы установили, скажу сразу по ощущениям, очень быстро все устанавливается, очень быстро все работает. Давайте зайдем в Crystal Disk-Info для начала, а потом уже в Crystal Mark с вами попробуем посмотреть, что он нам покажет. Итак, в Crystal Disk-Info это AZV 512 гигабайт, даже 512,1.
Работает он у нас на SATA 600, ну, слушайте, нормально он работает. Так, сейчас давайте язык мы переключим с вами на русский, потому что здесь сейчас на польском почему-то. Вот, будет вам более понятно. То есть он работает в поддерживаемом режиме передачи, то есть максимально поддерживаемом режиме передачи SATA 600. Как вы видите, число включения 11 раз, это все те тесты, мы проводили тесты, мы включали его, выключали, то есть это абсолютно новенький, красивенький Beelink. Ничего так, нормально, пойдет. Ну, по смарту здесь смотреть пока еще нечего. Поехали, Crystal Disk Info, обязательно протестируем с вами скорость этого диска. Стартуем. Оу, тесты подходят к концу, я вам скажу, вы знаете, это даже не средние показатели. Если брать прямую запись и чтение, то это как бы средние показатели. Если брать рандомные, то это даже немножко выше средних показателей для каких-то вот недорогих SSD. А если учитывать, что это вот Beelink, да, со своим фирменным SSD, то ну, это круто. Здесь не совсем SSD, здесь M2 SATA диск, поэтому ну, неплохо. Вот реально неплохо. Все, мы с этим разобрались. Мы подключили также наш Kingston Data Traveler, процессоры 4 ядра. Это мы все видим. Все суперово. Что ж, мы должны с вами выяснять, что может этот Beelink, для того, чтобы мы понимали, на что он в принципе способен. Итак, он поддерживает 5 ГГц и 2,4 ГГц сеть. Это большой плюс. Давайте мы с вами подключимся к 5 ГГц сети и проверим сейчас скорость. Использовать будем стандартный спид-тест и внутренний сервер моего провайдера, для того, чтобы получить максимально возможную скорость. Поехали. Ну, 5 ГГц очень неплохо. Очень вкрай неплохо. Это больше 200 мегабит на загрузку. То есть по Wi-Fi вы получаете скорость. Сколько у нас там итоговая? Сейчас мы с вами определимся. Это будет 216 мегабит на загрузку. Отличный показатель. 133 мегабита на выгрузку. Я думаю, что, скорее всего, просто-напросто что-то либо с сервером, либо на линии. Давайте попробуем еще раз, но просто на выгрузку. Да даже на выгрузку 133 мегабита это достаточно хорошо по Wi-Fi. Да, и во втором тесте это немножечко выше на выгрузку. Ну, слушайте, неплохо. Очень даже неплохо. То есть модуль Wi-Fi зачет. Давайте 2.4 модуль попробуем. Стартуем. 2.4 ГГц подключен. И вы знаете, тоже вкрай неплохо. Это показатели выше среднего для 2,4 ГГц. То есть на такой скорости вы можете смотреть даже YouTube 4К 60 FPS. Поэтому, да, тоже зачет. 2.4 модуль работает абсолютно корректно. Теперь мы с вами попробуем LAN RJ45. LAN RJ45 мы подключили, вы видите. Давайте закроем Skype, он нам только мешает. И поехали. И LAN RJ45, я вам скажу, торренты качать не перекачать. 400 мегабит на загрузку, 350 на выгрузку. Для мини-компьютера это более чем шикарнейший результат. Поэтому с сетевыми возможностями мы с вами поняли, что у нас здесь происходит. А происходит у нас следующее, что у нас здесь все просто-напросто отлично. Зайдем с вами сейчас в панель управления, вернее в диспетчер задач, для того, чтобы понять, как он распределяет ресурсы в режиме простоя. Как мы видим сейчас, средства удаления вредоносных программ Windows. Сейчас Windows Defender работает. Вы должны понимать, что антивирус сюда ставить не нужно. Кстати, если вы не знали, то Windows Defender признан одним из самых лучших антивирусов в мире. И сейчас вот это именно правда. Вот с учетом того, что сейчас работает антивирус, он сканирует что-то на вирусы, там, наверное, скорее всего, то сейчас у нас вот мы видим скорость 2,5 ГГц, загрузка 49%. Если убрать антивирус на текущий момент, то загрузка процессора, то, что мы тестировали в серии теста, вот мы видим, мы убрали антивирус, и сразу же у нас упала загрузка. То есть, когда у вас антивирус все просканирует, то и загрузка-то процессора у вас падает до каких-то сумасшедших 6-5% использования. То есть, находясь в простое, система будет брать не более 5-6% вашего процессора. Это значит, что ну вот хороший процессор. Хорош тем, что он достаточно мощен для вот таких вот систем настольных, именно одноплатных систем. Как мы видим, в режиме простоя у него скорость падает до 1,3 ГГц. Этого вполне достаточно. Давайте же проверим, как можно браузить. А почему браузить? Да потому что этот мини-компьютер, для чего мы можем его использовать? Давайте подумаем. Мы можем его использовать для браузинга, для просмотра YouTube, для просмотра фильмов, для каких-то игр, для работы с документами, для общения. По скайпу, например, при подключении камеры. Кстати, сюда подойдут абсолютно любые веб-камеры, он их съест, и в скайпе вы сможете общаться абсолютно без каких-либо проблем. Ну давайте посмотрим, что он может в YouTube. Обязательно посмотрим, что он может в YouTube.
Слушайте, он достаточно шустро работает, то есть очень быстро все грузится. То есть я что-то ввел, там YouTube, и все, у меня сразу выскакивает эти вот картиночки. Сейчас мы введем с вами 4К. Мне очень интересно, как работает здесь 4К видео, потому что заявлено, что 4К он должен декодировать именно этот процессор. И я вам скажу, он сразу его воспроизводит в 4К. Слушайте, ну круть. То есть работает 4К YouTube. Это, кстати, один из многих мини-компьютеров, которые я встречал, а встречал я их достаточно много, только доходят до обзоров некоторые, где 4К YouTube воспроизводит прямо из браузера, ну просто, вот действительно это классно. Это зачет. 4К YouTube у нас воспроизводит. Но что будет, если мы включим, например, какое-нибудь видео и добавим очень много различных вкладок? Например, какое-нибудь мое видео выберем, чтобы не было претензий правообладателей. Вот, пусть играет какое-то одно из моих старых видео, и поехали насаждать сюда вкладки. Все, отлично. Поехали. Новости какие-нибудь. Обязательно новости будем смотреть. Включу свой региональный сайт новостей. Кстати, поиск в YouTube очень-очень быстрый. Слушайте, и загрузка страниц вот очень-очень быстрая. Несмотря на то, что здесь очень много рекламы, здесь есть флеш на странице, здесь есть активные элементы на странице и действительно быстро. Давайте еще что-то откроем. Учитываем, что здесь проигрывает еще YouTube. Давайте открываем еще. Например, страницу по автомобилям бэушным. Тоже загрузилась. Авто продано, слава богу. Давайте еще загрузим с вами алгоритм прогноза объема продаж в MS Excel. Давайте что-нибудь потяжелее откроем. Какой-нибудь BBC News. Вот, откроем BBC News. Там действительно тяжелый сайт. Откроем какую-то новость. Еще какой-нибудь видеосервис сюда сейчас подтянем. Давайте Рутюб какой-нибудь. На Рутюб, кстати, тоже мои ролики есть. Включим на Рутюб ролик. То есть сейчас здесь проигрывается. У меня проигрывается YouTube. Открыта куча вкладок. При этом они все переключаются очень быстро. Ничего не тормозит, не фризует. Давайте увеличивать количество вкладок. Откроем мою почту. Откроем еще FOPDA. Что еще бы нам такое открыть? Откроем Ubuy сайт. Это посредник мой при покупках из Китая. Откроем, например, Gearbest. Тоже достаточно противный и ресурсоемкий сайт. К тому же всплывающих окон куча. Итак, блокируем. Итак, у нас есть куча сайтов. Загружается моя почта, да, она загрузилась. Есть у нас, проигрывается видео на Рутюб. Открытый новостной сайт, поисковик, еще какой-то сайт, еще один новостной сайт, поисковик, плюс проигрывается мое видео на YouTube. Давайте еще что-то, давайте еще YouTube проиграем. Вот хочется попробовать загрузить этот процессор, но пока что не получается. Действительно хорошо работает. А еще 4К ролик повесим, пускай играет и будет вообще трешечок. Итак, 4К проигрывается, да, вот 2160. У нас проигрывается мой ролик, у нас открыта куча вкладок, у нас проигрывается ролик на Рутюб. Давайте пробросим рекламу вообще, вот мой ролик. У нас проигрывается 4К ролик, давайте еще один ролик. Вот хочется мне все-таки... Это просто трэш. Слушайте, очень-очень-очень крутая штукенция, потому что, блин, она декодирует все. И, в принципе, мы загружаем сейчас память и не можем загрузить. То есть мы загружаем этот Smart TV Box. Вот, кстати, буквально вчера мы выпустили видео о настройке Android TV устройств, и он тоже проигрывает. При этом он проигрывает, чтобы вы понимали, в 1080p 60 fps, а это, кстати, достаточно тяжело. 1080p, проигрывает 4К, открыт Gearbest, FOPDA, проигрывает ролик одновременно на Рутюб, проигрывает еще один мой ролик на YouTube, и это все тянет. Я понимаю, что я могу, вот с учетом уже того, что мы сделали, я могу открыть здесь 30-40 вкладок, и они не будут теряться. Я не говорю, что в 30-40 вкладок YouTube тут может просто не хватить даже канала моего интернета, но вот благодаря тому, что у нас достаточно быстрый интернет, процессор справляется, память не загружена, в принципе, и это все работает очень круто. То есть мы сейчас вот зашли и видим с вами, что память у нас загружена на 5,4 гигабайта. У нас одновременно проигрывается раз, два, три, 4 ролика. Один из них Full HD 1060, один из них Full HD 60 FPS, другой 4К. Третий у нас
просто Full HD. Но самое интересное, что здесь написано, что процессор используется на 100%, но это не вся его мощность, потому что вы видите частоту. Если ему не будет хватать, то он повысит еще частоту, и так до 2,6 ГГц. Он будет писать, что загрузка 100%. Все, что выше 1,5, он будет всегда писать загрузку 100%. Но вот именно производительности его хватает, памяти хватает. Видите, Ethernet у нас сейчас очень сильно загружен, 38 мегабит, 21 мегабит, все это скачет. Так что по браузингу эта штукенция очень крутая. С браузингом понятно, выключили. 4К, воспроизводит. Слушайте, супер, 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 супер. Но вы знаете, если вы смотрели мои прошлые обзоры мини-компьютеров, то вы замечали, что мне приходилось проигрывать очень много контента, настраивать через Kodi. И с этим была связана именно низкая производительность самой графической системы этих самых мини-компьютеров. Так вот, в этой системе мы попытались минимизировать именно насилие Kodi, вернее надстроек в Kodi. И в Kodi мы реализовали только лишь IPTV. А вот мультимедийные возможности в виде просмотра фильмов онлайн, в виде просмотра каких-то сервисов мы все реализовали просто стандартными средствами самого Windows. Эти все клиенты есть в обыкновенном маркете Windows. В частности, давайте разберем FS клиент. У нас, кстати, есть обзор на канале этого самого FS клиента, и вы можете смотреть фильмы, новинки. Это такой себе аналог Lazy Media Deluxe, либо HD видеобокса именно на системе Windows. Вот давайте посмотрим с вами Мстители Финал, и это тоже без проблем. Вам не нужно ничего морочиться, ничего придумывать. Сейчас выберем все источники. Вот давайте выберем дублированный 1080p. Посмотрим Мстители Финал в отличном качестве на этом мини-компьютере. Слушайте, ну суперово. Суперово. Здесь вы видите разрешение 1080p максимальное, потому что у нас сейчас выставлено 1080p разрешение. А вообще, вот, кстати, пошел фильм, он воспроизводится отлично, его даже можно перематывать. И все это делается мгновенно. Как вы видите, все супер работает. Правильно? Правильно. То есть с помощью FS клиента вы можете смотреть фильмы в суперовом качестве, без каких-либо проблем, ограничений. То есть по мультимедиа здесь ограничений нет. По онлайн-мультимедиа. Что касается разрешения экрана, вот если мы затронули эту тему, то мы должны с вами пройти и посмотреть, какое максимальное разрешение поддерживает приставочка. А она поддерживает и 4К, и Ultra HD. Чем отличается Ultra HD от полноценного 4К, наверное, объяснять вам не нужно. Ultra HD это 3840 на 2160, а 4К полный это 4096 на 2160. И как мы видим, что мы можем его использовать, в принципе, вместо Smart TV бокса. Кстати, если вы слышите, у меня микрофон, вот расположен мой микрофон у меня на футболке, и сам по себе этот вот мини-компьютер стоит прямо возле меня. И в нем, учитывая то, что в нем активное охлаждение, ну, его практически не слышно. Вообще не слышно. Хотя я вот чувствую, как гуляет воздух. То есть он его захватывает с одной стороны, выкидывает с другой стороны. Он не греется. Здесь построена очень хорошо система охлаждения именно ноутбучная. Также вы можете здесь использовать, например, Netflix клиент. Данная приставочка поддерживает Netflix. Вернее, данный мини-компьютер. Что-то я уже заговариваюсь, потому что уж очень узкая грань. Давайте зайдем. Выберу свой аккаунт. И могу смотреть фильмы без ограничений. При этом еще и в очень хорошем качестве. Вот, пожалуйста, вы видите HD, это значит, что он будет воспроизводить Full HD. Он берет данные о вашем максимальном разрешении, которое может выдать приставка, и выдает именно это разрешение. То есть, если здесь будет 4К разрешение, то Netflix будет воспроизводиться в 4К. Хотя не могу утверждать на 100%, нужно проверять. Та-дам! Netflix начал воспроизводиться. А знаете, что самое интересное? Что Netflix воспроизводится с Dolby Digital Plus. Он пробрасывает Dolby Digital. Данная коробка поддерживает Dolby Digital формат. Кстати, мы с вами обязательно проверим все форматы звука, которые она прокидывает. Обязательно. Слушайте, ну круто. Вообще кино в Netflix с Dolby Digital Plus. Вау. Вот просто вау. Все, я выхожу из Netflix. Это все работает. Закрываем Netflix. Если говорить о дальнейшем развитии мультимедиа в этой приставке, то вы можете, например, использовать Megogo. Вот давайте найдем с вами Megogo в этом маркете, в принципе. И если у вас есть подписка этого самого Megogo, вот он у меня, кстати, проинсталлирован, то вы можете тоже без ограничений здесь смотреть фильмы, сериалы, подборки, мультфильмы и
это все круто. А также вы можете здесь смотреть телевидение. Это вот вопрос реализации телевидения на компьютерах, на мини-компьютерах, которые подключены к вашему, скажем так, телевизору. Вот вы видите, у меня сейчас проигрываются каналы, HD-каналы, наш Kids канал. Могу развернуть на весь экран. Вот, все шикарно, могу попереключать. Переключается все это тоже мгновенно. Слушайте, супер. То есть и Megogo, и, допустим, Netflix, FS-клиенты, все здесь будет работать идеально. Давайте вот какой-нибудь фильмец даже включим. Давайте, фильм, Паркер. Ладно, хрен с ним, Паркер включим. Давай, поехали. Паркер, перемотаем сразу на серединку. Супер, закрываем. С Megogo тоже все понятно. То есть, чтобы вы понимали, да, мультимедиа, фильмы, онлайн вообще без проблем. Но как обстоят у нас дела с фильмами с жесткого диска? Вот мы скачали фильмы, мы подключаем внешний источник. Внешний источник — это у нас жесткий диск USB. И вот мы с вами вставили жесткий диск. Скажу вам сразу, что обычно процессоры до 7-го поколения, они не могут декодировать H265 видео. Именно HEFC кодек, который, как я говорю, что это H265, он достаточно тяжелый для процессоров. Но сможет ли эта приставка проиграть нормального вменяемого воспроизведения? Но все-таки мы должны с вами попробовать. Поэтому позакрываем наши браузеры. Очень много мы всего тут воспроизводили. И попробуем скачать сюда Killite Code Pack. Потому что все это мы проделывали без каких-либо кодеков. Давайте установим с вами Megapack. Вот он уже скачался. Установим Media Player Classic, стандартный именно проигрыватель. Все на некстах пройдем. Так, что у нас здесь? VP9, HEVC 10, да, обязательно. Поехали. Устанавливаем. Давайте еще установим 6.1 Surround, не 5.1 Surround. У нас все-таки стоит здесь подключенный Harman Kardon, и он подключен, как мы уже с вами поняли, что Dolby Digital Plus он прокинул. Но, кстати, интересно, какие еще форматы он может прокидывать. Вернее, пробрасывать. Что-то я прокинул, проброс, ну, такое уже дело. И попробуем проиграть все эти тестовые файлы сначала с флешки. С флешки 4К файлы стандартные через Media Player Classic. Не знаю, насколько это получится. И это у нас получилось. Это 4К файл. Тяжело. Слушайте, воспроизводит-то он как круто, а? Вау. Ну, мне нравится, реально нравится. Еще один 4К файл. Самсунговский, кстати, он тоже воспроизводится. Давайте куда-нибудь на серединку. Вау. Вот реально вау. Слушайте, круто. Вот. Мне нравится Media Player Classic, да. Давайте Jellyfish 120 Mbps. Почему начнем со 120 Mbps? Потому что вообще 128 Mbps это максимальный возможный битрейт Blu-ray диска, который бы мы ремуксили. Кстати, у нас устанавливается еще какой-то Direct 3D компоненты, DirectX компоненты. Мы еще и кино смотрим. Не-не-не, мы не открываем этим плеером. Мы открываем только лишь Media Player Classic. Поехали. 120 Mbps медузы проигрываются отлично. Это значит, что вы можете проиграть максимальный Blu-ray диск VIP, и тоже у вас не будет никаких вопросов. А вот как быть с хэвком в 10-битным, в 300 Mbps, например, мне интересно, сможет, не сможет. Я думаю, что не сможет, потому что, ну, очень тяжелый. Открываю не с тем плеером, как всегда. Очень тяжелый он для Intel процессоров, для Intel видеокарт. Я думаю, что он его просто-напросто не скушает. Слушайте, он 300 Mbps схавал. HEVC 265 кодек. Ребят, это дает надежду на то, что мы на Intel, на вот такой вот коробочке, мать его за ногу, сможем смотреть крутые фильмы, скачанные с торрентом в максимальном качестве. Давайте вот Media Player Classic Home, давайте LG Barcelona 4К, ребята, прелестно. Слушайте, вот редко у меня вот вызывает такой восторг такие штуки. Хорошо, с флешками мы определились. Давайте же попробуем с вами проигрывание с жесткого диска. Ну, например, Водный мир. Давайте, поехали. Водный мир. Какой у нас тут потяжелее файл? Вот 55 гигабайт. Фильмец. Давайте. Вообще надо назначить его на постоянку. Так, Водный мир. Потянем, не потянем. Круть. Ребята, H265 кодек. Водный мир. Через Media Player Classic со скачанными кодеками, без каких-либо вообще левосторонних программ мы воспроизводим. Слушайте, крутотень, а? Класс. Все, выключаем. Мы его остановили. Что мы еще можем здесь попробовать? Давайте МКВ файл попробуем, Капитан Марвел. И он тоже заработал.
крутяк, аж 265 кодек. Слушайте, мне очень нравится. Вот, ну, очень прям. Все, с этим все понятно. Давайте попробуем. Да давай уже доинсталируйся. Что ты там мне какие-то 3D, Direct 3D загоняешь? То есть столько телодвижений. Давайте пока Direct 3D загоняет, мы с вами еще обсудим возможность работы с офисом. Потому что компьютеры, они тем и славятся, что это такие универсальные комбайны. В данном случае мы можем и смотреть фильмы, и еще работать с офисом. У меня установлен LibreOffice, абсолютно бесплатный. Вы можете сюда устанавливать Microsoft Office и вообще без каких-либо ограничений. То есть получается, вы можете просто-напросто работать с любыми документами, любой сложности. Все зависит от того программного обеспечения, которое вы будете использовать. Вы можете установить сюда лицензионные Microsoft Office. Вы можете установить сюда бесплатные LibreOffice, такие как у меня, например. То есть все это просто отлично и хорошо работает. Если брать то, что предустановлено в сам Bling, это J45, вернее в саму Windows, то здесь есть онлайн офис, и вы в принципе можете работать с документами, которые хранятся на OneDrive именно без ограничений, но в онлайн. И как бы если вы захотите, можете перейти на Office 365, либо купить какой-нибудь профессиональный офис. Вот у меня здесь есть ведомость движения наличных средств. Но в онлайн, конечно, работать это не панацея, хотя это тоже все прекрасно работает, и вы можете использовать полноценно этот офис для создания презентаций, для редактирования таблиц, документов и всего остального. Вот у меня, например, есть презентация, она пустая, вы можете тоже онлайн создавать презентации даже без вложения денег в офис. У вас здесь лицензионный Windows с Microsoft Office Online. Отлично, да? С этим мы закончили. Теперь мы с вами перейдем в коде. Все-таки нам интересно, что же мы можем получить от звука и как в коде будут воспроизводиться фильмы тяжелые, и плюс мы с вами проверим IPTV. Так вот, почему коде? Потому что через коде мы можем реализовать автофреймрейт в этих самых мини-компьютерах. Для того, чтобы это реализовать, нужно зайти в плеер, выбрать эксперт и здесь вот включить Adjust Display Refresh Rate, то есть и Sync Playback to Display. То есть вы можете здесь включить просто-напросто автофреймрейт, и ваши видео будут воспроизводиться с той частотой, вернее ваш компьютер, вот этот вот мини-Bling GT, вернее мини-компьютер Bling J45, я уже заговариваюсь, будет переключать в коде частоту вашего телевизора либо монитора, но только в том случае, если ваш монитор поддерживает частоты, отличные от 59, 90, сколько-то там и 60, поэтому это нужно учитывать. Поехали с вами проверим сейчас обязательно проброс звука, если здесь, ну то, что он здесь есть, мы понимаем, а вот какой здесь есть проброс звука, это нам нужно с вами понять уже в самом коде. Да, могу сказать, что не сильно, скорее всего здесь есть Dolby, простой DTS, но без HD звука, ну чего мы в принципе от компьютера и ожидали, но все-таки обязаны проверить. Давайте заходим на флешечку, Dolby, давайте Dolby Digital Plus, если он проигрывает Dolby Digital Plus, сейчас мы проверяем, да, Dolby Digital у нас есть в коде. Но насчет Dolby Digital True HD мы сильно сомневаемся. Нет, Dolby Digital True HD нет. Но в данном случае мы понимаем, что в Netflix есть лицензия, и там Dolby Digital Plus пробрасывается. Так же, как и здесь пробрасывается Dolby Digital, и 5.1 звук вы получить сможете. Вот давайте DTS ядро мы с вами проверим. И DTS тоже пробрасывается в коде. Это 5.1 DTS звук. А DTS HD звук, он, к сожалению, не пробрасывается. Но я вам скажу, это лучше, чем большая половина вообще смарт-ТВ боксов. Поэтому те вообще там могут ни хрена не пробрасывать. Теперь мы с вами должны проверить IPTV. Давайте каналы, что у нас здесь есть. Поехали. Ага, вот, пожалуйста, 5-й канал. Давайте другой какой-нибудь канал включим. Давайте включим, не знаю, НТВ, например. То есть, если вы не знаете, как организовать IPTV в коде на вашем компьютере, то у нас на канале есть видео. Я советую вам поискать, и там вообще очень много интересных видео. Но IPTV у нас через коде тоже шикарно работает. Нам осталось через коде проверить именно проигрывание этих самых тяжелых фильмов. Почему? Потому что... Ой, телевидение нам не нужно, потому что мы же хотим смотреть фильмы не только в Media Player Classic, а хотим еще и смотреть их красиво и правильно с автофреймрейтом на таких коробочках. Вам, кстати, не обязательно быть в коде для того, чтобы проиграть через коде то, что находится на жестком диске. Сейчас у меня подключен жесткий диск, и мы прямо с него попробуем проиграть Waterworld, этот 55 гигабайт, непосредственно в коде, запустив прямо из операционной системы. Вот.
нажали коди, он как внешний плеер просто-напросто будет проигрывать, если у вас там включена опция автофреймрейта, то еще и с автофреймрейтом. Вот он включился и начал проигрывать. Слушайте, ну суперово. Суперово, еще и DTS звук прокинул, который есть в этом самом фильме. Поэтому давайте перемотаем куда-нибудь на серединку. Вау, 4К фильм, 4К фильм, крутяк. Крутяк, мне очень это нравится. Но кроме мультимедийных возможностей, рабочих возможностей, мы с вами должны проверить еще и игровые возможности. Ведь процессор достаточно серьезный, и в какие-то игры мы с вами можем поиграть. Начнем с традиционных игр. Ну, например, давайте World of Tanks попробуем. А я его, по-моему, устанавливаю. Да, World of Tanks Blitz. Я не говорю о полноценной версии World of Tanks, потому что там нужна дискретная видеокарта. Здесь у нас Intel HD Graphics 505, хотя тоже, в принципе, неплохо. Загрузился наш Blitz, мы там где-то потерпели поражение. Да идите вы со своей рекламой. Давайте в настройках обязательно посмотрим, какая у нас графика стоит. У нас все на высоком стоит. Кстати, все на высоком, тени HD, текстуры HD, звуки HD, все у нас HD. Это HD клиент. Поэтому выходим и давайте, наверное, ринемся в бой на каком-нибудь танчике побыстрее, чтобы была более динамичная игра. Итак, у нас стартовые 50 FPS. Кстати, у меня стоит сейчас 50 Гц, потому что у меня рекордер 50 Гц. Если бы я поставил 60 Гц без проброса звука, не пробовал бы проброс звука, то здесь было бы 60 FPS. Потому что на данном процессоре World of Tanks на максимальных настройках, на текстурах HD будет всегда работать на максимальных FPS. Потому что, ну, как бы вот хватает этого мини-компьютера с активным охлаждением для того, чтобы работать на максималочках. Слушайте, ну действительно круто работает. Давайте, может, в кого-то попадем. Ну, вылезла штучка. Есть! Я в кого-то попал. Хотя меня там уже, наверное, приколопуцают сейчас. Но давай еще разочек. Давай, мы успели выстрелить. 174. Я уже не двигаюсь, мне все позбивали, все гусеницы меня слили. И все это работает. Давайте закрываем Alt F4 и поехали проверим дальше. Что же мы можем? Конечно же, играем Hearthstone. Hearthstone. Давайте поехали сразу в игру. И нажмем играть. Обожаю эту игру, кстати. Знаете, вот достаточно мощный процессор. Мне вот действительно нравится. Получается, что можем играть в какие-то незатейливые игры. Мы с вами попробуем еще, например, Asphalt 9, для того, чтобы понимать, что это действительно все работает. То есть вы скачали прямо из Microsoft Store эти игры, играете. Я не говорю там о каких-то там Battlefield'ах и еще о чем-то. Я говорю о тех играх, которые реально можно здесь играть. Во-первых, это карточные, онлайн какие-то игры незатейливой производительности. И можете играть, например, давайте поставим карту, ну так чисто поприкалываемся. И можете играть вот все, что есть в маркете, по идее здесь вообще просто пойдет без проблем. Хожу, конечно, наобум, черт знает что делаю, но слушайте, это действительно работает. Очень хорошая анимация, ничего не тормозит, ничего не фризит, не тротлит. Скажем так, отлично, просто отлично. Вот как раз и снесли человеку бедненький класс. Все, ребят, будем заканчивать именно с этой игрой. Все хорошо, сдаемся. Да, проиграли рейтинговый матч, к сожалению, но сэля-ви. Мне нужно показывать дальше. Вы даже здесь можете поиграть, конечно, Diablo 3 попробовать, но это уже, по-моему, перебор. Давайте попробуем по настройкам снизить настройки. Ага, у нас качество текстур. Давайте низкое качество текстур. Качество физической модели низкое, то есть на главных, вернее на средних настройках, на средне-низких настройках, я думаю, что вы можете спокойно играть даже в Diablo 3. Сейчас мы проверим это. Нет, Diablo 3 я бы не играл, вот говорю честно, тяжеловато. То есть видно вот неплавность хода, поэтому вот Diablo 3 мы не будем с вами рассматривать даже вопрос такой, как Diablo 3. Поэтому вот мы ограничимся, например, танками, мы ограничимся играми из маркета. Давайте, запустим Asphalt 9, попробуем. Asphalt 9 заработал, вообще без каких-либо проблем. То есть сейчас мы с вами погоняем. Вау, слушайте, класс. Вау. Клавиатура управляется. Кстати, на Android TV боксах он управляется всего лишь на какие-то действия определенные. А вот зато на Windows платформе он работает вот как Asphalt 8, как полноценная гонка. То есть вы можете просто-напросто его использовать. Так, SD, так, стрелку, дрифтовать, все понятно, с этим все понятно. Давайте мы там, что там надо, D и вниз.
То есть это дрифт у нас будет. Слушайте, круто. А вот здесь вот полноценно. Почему на компьютере в Asphalt 9 играть интереснее, чем на Smart TV боксе? Так, и кнопку влево. Давайте, что это нам означает? Это дрифт влево. Воу, слушайте, дрифтует-то вообще крутяк, а. Давайте. И Asphalt 9 работает. Я, кстати, использую для игры вот такую вот клавиатуру, мини-клавиатуру, мини-компьютер, мини-клавиатура. Обзор у меня есть на канале таких мини-клавиатур. Вау, я разбился. Слушайте, вот я не ожидал. Я, кстати, никогда не пробовал Asphalt 9 именно на Smart TV, не на Smart TV боксе. На Smart TV боксе я знаю, как он работает. Я никогда не пробовал его, как он работает на мини-компьютере. А он здесь работает как полноценная игра, потому что в Smart TV боксах это урезанная какая-то хрень. Просто вы там можете лево, право, и там все автоматически за вас делает. А здесь все это прелестно. Поэтому выходим из Асфальта 9. Да, вот это вот реально порадовали, реально порадовали. Можно поиграть в такие игры типа Dead Rivals или Dead Rivals. Я не знаю, как она правильно читается, тяжеловато для меня это слово дается. Я его просто никогда не использовал ранее. Но это вот такие вот шутеры. Давайте тут расстреляем всех из автомата. Все это достаточно прикольно. Давайте, что там надо сделать? Куда там надо побежать? Да, давайте ВСАД. То есть мы побежали, поговорили с Софией. Хорошо, все, отлично. Поехали дальше. Слушайте, ну крутяк. Если вы считаете, что вот в маркете нет нормальных игр, то вы, наверное, глубоко ошибаетесь. Вау, поехали. Такие зомби-шутеры. Вот в принципе убить время. Не всем же играть в Battlefield и в GTA 5. Можно играть и в игры такого жанра, в такого формата. Кто это? Твою мать. Че он зеленый? Че он всех красный, а он зеленый? Зачем? Навык не готов. Что здесь надо делать? Что, куда бежать? Куда податься? Задание выполнено. Ребят, все, короче, все работает. То есть, если вы зайдете в маркет, вы увидите именно Microsoft Store, если вы будете использовать его с вашим аккаунтом, вы увидите, сколько там различных крутейших игр. Дело в том, что все это я брал именно из этого самого маркета. Поэтому мой вам совет обращать внимание на игры и здесь тоже, они здесь достаточно качественные. Ну а я в принципе уже готов прорезюмировать данный мини-компьютер, который меня приятно удивил на процессоре Pentium. Belink J45. Отличный мини-компьютер. Реально отличный мини-компьютер. Вы не найдете за такие деньги ничего подобного. Это компьютер на полноценном процессоре Pentium. Это компьютер с полноценным воздушным охлаждением. Не то что воздушным, а тактильным охлаждением. Это компьютер с SSD 512 гигабайт, с 8 гигабайтами оперативной памяти. Кстати, есть вариант 6 на 128, но насколько это оправдано, не знаю. Я бы брал уже сразу максималочку. И мнение команды Technozone, что учитывая то, как он проигрывает практически весь контент, как он работает с играми, как он работает с документами, мы однозначно рекомендуем этот Belink J45 к приобретению. Считаем его достаточно годным девайсом. Только если вам не нужны супер тяжелые игры. Но если вам нравится, то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Bubble и Belink J45 на канале Technozone. Обязательно подписываемся. До скорых встреч, ребят. Пока.